Друзья, рад видеть вас на своем канале. Как вы уже догадались, озвучивать ролик буду уже я. Вы долго просили, так что получайте. Прошу прощения за микрофон, более качественно я возьму, наверное, позже. Пока что обойдусь этим. Также я буду указывать актуальные цены на момент выхода видео, а стоимость, за которую я собирал ПК, буду указывать в конце. Данный корпус уже был на моем канале, но он был черного цвета. На тот момент была хорошая скидка, и он стоил каких-то 2900. Ну, что бы его не взять. А собирал я этот ПК в тот же день, что и компьютер, который вы видели в прошлом ролике. Поэтому некоторые комплектующие будут схожими, типа процессора, материнской платы и видеокарты. На тот момент Ryzen 7500F стоил дорого, поэтому я купил то, что было по карману. А по карману у меня был 8400F. Его цена была 11 тысяч рублей. 7500F стоил тогда около 15 тысяч рублей. Ну раз процессор недорогой, то и материнская плата будет бюджетной. Подумал я и заказал эту материнку. В конце ноября 2025 года она стоила 6900. На момент покупки цена такого накопителя составляла 4700 рублей. Я бы даже сказал, что это подарок, а не цена. А сейчас мы видим, что цены начинаются от 8000 рублей. Как только я увидел эту башню, сразу ее заказал. Тем более корпус той же фирмы. Обычно я меняю вентилятор на башне, но в этот раз решил оставить стандартный, потому что выглядит он дорого и богато. Наклейку не выкидываем, на ней будет ссылка для скачивания драйвера. Поначалу я подумал, что мне прислали башню без наклейки, но наклейка лежала отдельно, ее нужно клеить самому. Эту башню покупал в ДНС по цене 1800 рублей. По всей видимости, это была новинка, поэтому и цена была такая небольшая. Кстати, хочу сказать большое спасибо всем, кто подписывается на мой канал, ставит лайки и оставляет нормальные комментарии. Спасибо вам за поддержку. В ДНС и ВБ я такой памяти не нашел, но все равно решил добавить аналоги. Конкретно эту оперативную память я уже несколько месяцев не видел, но в день монтажа она каким-то чудом появилась в продаже. Правда, гарантия там почему-то 1 год вместо 10 лет. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. У меня есть свой YouTube-канал, на который ты должен подписаться и поставить лайк этому видео. Во имя Альянса. Эти вентиляторы я купил давно, они ждали своего часа около года. Цена каждого где-то 500 рублей, так что тут примерно 2000 рублей. Также надо добавить контроллер, который стоит около 800 рублей. В основном я использую один и тот же тип вентиляторов, у которых только контурная подсветка. Она не такая навязчивая, чем у вентиляторов со светящимися лопастями. Наконец-то вы дождались, это блок от Jinzu. Правда, сейчас я их уже не покупаю, так как появились недорогие блоки от First Player и Cougar. Ну и дипкулы иногда проплывают по нормальной цене. И не забываем, что видео было снято 2 месяца назад. Точно такая же видеокарта была в прошлом видео, я заказывал 2 штуки, это одна из них. На Авито эти видеокарты начинаются примерно с 24 тысяч рублей, я покупал за 23,5. Вообще, я бы рекомендовал купить новую видеокарту. Ее ближайший аналог это 5060 либо 5060 Ti. Правда, цена будет выше на пару десятков тысяч рублей, зато новая и с гарантией. Такой экранчик можно купить примерно за 1000 рублей. Подключается он по USB в заднюю панель, но через некоторые переходники его можно подключить и внутри корпуса. Хотелось бы поговорить про цены. Итоговая цена, которую вы видите на экране, скорее всего будет выше. Чтобы получить товар по такой цене, вам нужно оплачивать покупку с кошелька ВБ или карты Озона. А при их пополнении могут взимать комиссию. Следовательно, товар может быть уже не таким дешевым. Так что имейте это в виду. Как показывает мой опыт, иногда товар подменяют и к тебе приходит какой-то БУ процессор или еще что-то в этом роде. Вот недавно был у меня подобный случай. Очень долго ждал процессор для сборки, а мне прислали чей-то старый феном. За последние 2 месяца это уже 3-й случай. Плюс 2 нерабочих материнских платы. Больше всего жалко время на ожидание заказа. Иногда это 2-3 недели, иногда и больше. Поэтому я больше начал заказывать в ДНС. Кстати, сейчас у меня проходит акция, можно купить комплектом материнскую плату и процессор с хорошей скидкой. Возможно, это кому-то будет полезно.
Совершенно не против, если ДНС мне денег занесет. Кстати, такой комплект я заказал себе для будущей сборки в большом белом корпусе. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь, контента будет много. Как ни странно, но этот ПК мне обошелся в те же 78 тысяч рублей. Что-то было дешевле, типа оперативной памяти и SSD, а что-то дороже. Впервые актуальная стоимость совпадает со стоимостью, за которую собрал я, хотя прошло 2 месяца. Ладно, будем закругляться, а то я весь день потратил на озвучку ролик и сильно устал. Нейросетью было гораздо проще озвучивать. И как всегда, не прощаюсь, друзья. Скоро увидимся.